Мысль о том, что маршрутки из города нужно убрать, вызывает обычно не менее бурную реакцию, чем, например, ликвидация внеуличных переходов или введение выделенных полос для общественного транспорта. Только здесь начинают возмущаться уже пассажиры. Владельцы микроавтобусов хотят много зарабатывать и, естественно, выходят на самые загруженные городские маршруты. Кому охота гонять маршрутки там, где маленький пассажиропоток, и она будет ходить пустая. Поэтому почти всегда маршрутки начинают конкурировать за пассажиров с трамваями или автобусами. При этом они находятся в более выгодном положении, так как у них нет социальных обязательств перед пассажирами. Им не надо ходить допоздна, когда пассажиропоток падает. Им не надо возить льготников. Им не надо строить остановки. Все хлопоты возьмет на себя город. Они собирают сливки. Они крадут пассажиров у муниципального общественного транспорта с главных маршрутов. И тогда нам говорят, что муниципальный транспорт неэффективен. В результате часть пассажиров с классического общественного транспорта быстро уходит на маршрутки. Трамваям и троллейбусам остаются льготники, неудобные маршруты, которые не хотят обслуживать частники. А к микроавтобусам тем временем выстраиваются очереди. Перевозчик быстро закупает все больше микроавтобусов, а мэрия параллельно начинает снимать трамваи и троллейбусы, а иногда и расширять дороги. Вскоре система общественного транспорта разваливается, транспортные предприятия, обслуживающие город, становятся глубоко убыточными, нет денег на обновление подвижного состава и ремонт инфраструктуры. С каждым годом общественный транспорт становится все более ужасным. Он начинает редко ходить и постоянно ломаться. Пассажиры еще охотнее прыгают в микроавтобусы. В какой-то момент город может прийти к тому, что единственным транспортом станут маршрутки. Когда-нибудь видел транспортную сеть в Мехико, например? Основной транспорт — метро и множество автобусов. И они пытались организовать автобусы, они были слишком дорогими, и Всемирный банк пришел и сказал: вы должны снизить затраты. Маршрутки будут дешевле, потому что вы не будете вкладывать в них столько денег. Вы просто купите больше, и их будет много везде. И после этого Мехико погрузился в абсолютный хаос. Никакого контроля. Никто не знает, что происходит. Вы получаете абсолютно неудобный транспорт. Маршрутки очень быстро забивают все улицы. Они стаями кучкуются на остановку и ждут, пока салон не заполнится. Они подбирают и высаживают пассажиров на обочинах. Они забивают улицы, и город встает в бесконечных пробках. Сегодня во многих городах ситуация настолько далеко зашла, что нельзя просто в один день взять и маршрутки все отменить. Но нужно начинать заниматься этим проблемой. Маршрутки начинают конкурировать с общественным транспортом. Их нужно переводить на менее загруженные маршруты, например, на окраины. А общественным транспортом, классическим, нужно заниматься, оптимизировать маршруты, обновлять подвижной состав, следить за инфраструктурой. И постепенно должен приоритет отдаваться общественному транспорту, и маршрутки постепенно они исчезнут сами собой. Быть не должно.